Привет, это Адамов. Сегодня я расскажу тебе про самую комплементарную модель в моем гардеробе. Модель, на которую обращают внимание все прохожие, и парни, и девушки. Это Nike Air Max 270. А также расскажу, что стало с моделью спустя 2 года использования. Сразу оговорюсь, это не стоковая модель, это мой кастом, мое видение сотрудничества компании Nike и Virgil Abloh. Видео самого кастома можно найти в моем Instagram. Итак, чем примечательны Air Max 270? В компании Nike признаются, что до этого все лайфстайл-модели были спортивными кроссовками. Это же первые сникеры, разработанные специально для городских приключений. В них удобно гулять в парках, кататься на велосипеде, а также можно отправиться исследовать окраины. Ноги не попросятся домой раньше тебя. Отличительной чертой этой модели является наличие самой высокой воздушной подушки. Ее высота 33 мм. При создании модели дизайнеры Nike вдохновлялись прямыми, лаконичными и геометричными формами кроссовок 90-х. А именно красавцами Nike 180 и Nike 93. А потом, по их собственным словам, плюнули и создали что-то новое. Air Max 270 унаследовала от Nike 93 видимую с 3 сторон амортизацию. Число 270 в названии этих кроссовок фигурирует не случайно. Именно столько градусов охватывал баллон в Nike Air Max 93, из которой и были позаимствованы некоторые визуальные элементы. Еще задолго до релиза Nike Air Max 270 Кевин Дюрант стал первым, кто оценил эту модель. Выступая за Оклахому, он появился в этих кроссовках, чем сильно удивил многих. Ему специально на заказ сделали пару в размере 18 US. Это вот такая. Здесь ровно 18 US. Больше ни у кого такой нет. После этого в новинке засветился Дрейк в нашумевшем клипе God's Plan. И понеслась. Сникерхеды устроили настоящую охоту. Премьерный релиз включил расцветки Hot Punch и Total Orange, которые являются собой обозначение оттенков задней части подошвы и пятки, а основной цвет обуви насыщенный черный. Nike Air Max 270 имеет легковесный, сидящий по форме и удобный для городских условий силуэт с эффектом трамплина, который ощущается при каждом шаге. Верх Nike Air Max 270 изготавливается из легкой, хорошо вентилирующей сетчатой ткани. Кроме того, он имеет прорезиненные вставки в местах, наиболее уязвимых к износу. Все вместе это создает простой силуэт, напоминающий силуэт классических беговых кроссовок. Над дизайном Nike Air Max 270 работала команда Nike Air Design под руководством Дилана Раша, старшего креативного директора Nike Air Max. Дилан Раш о кроссовках Nike Air Max 270. Для нас весь процесс дизайна был продиктован тем, как можно интегрировать самую высокую воздушную подушку в заднюю часть стопы, при этом сохранив комфорт по всей подошве. Поэтому мы создали амортизационную систему, которая позволила осуществить плавный переход от пятки до носка, не жертвуя комфортом. В первых вариантах расцветки амортизационная система имела контрастный оттенок по отношению к цвету материала верха. Но сейчас в продаже можно найти кроссовки, в которых верх и подушка имеют схожий цвет. Например, как у меня. В 2020 году был представлен крутой релиз – коллаборация Nike с Трэвисом Скоттом. Инфоповодом для такой совместной работы стал успешный альбом Трэвиса под названием Astra World. За основу коллаборации была взята модель Air Max 270 React, облачившаяся в палитру цветов под стать обложке сборника. Золотая подошва Air, броские детали из флиса, кожи и замши. Обувь отлично смотрится с повседневной одеждой, она придает образу энергичность и спортивный запал. Это комфортные городские кроссовки, которые отлично сочетаются с джинсами, джоггерами и другими некостюмными штанами. Преимущество Air Max 270. Это необычный ретро-дизайн, который еще долгое время будет актуальным. Хорошее качество материалов и изготовления. Это гарантия того, что обувь прослужит не один сезон. Большая воздушная подушка, которая эффективно снижает ударную нагрузку при ходьбе. Теперь
ты знаешь все про Air Force 270. Кстати, не забывай, что в моем предыдущем ролике идет розыгрыш, в котором ты можешь выиграть кастомный Air Force 1. Ты крутой, что досмотрел это видео до конца. Это был Адамов. Пока-пока.